Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Особенно приветствую в этом видео я уважаемых козерогов. Этот прогноз на сентябрь будет именно для них. Рассмотрим общую атмосферу грядущего, уже наступившего месяца, сферу работы, финансов, личную жизнь и совет предостережения. Устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. И начиная с общей атмосферы сентября, давайте посмотрим, что же несет этот месяц козерогам. Так, общая атмосфера. Семья. Семья, домашние дела, родительский дом, свое семейное гнездышко. И все вас будет только радовать, уважаемые козероги. Все под девизом любви, сердца, радости, движения вперед, с расправленными крыльями, наполненными ветром парусами. Это могут быть путешествия, поездки, переезды. Это могут быть просто какие-то цели, которые вы реализуете совместно с вашими близкими. И, безусловно, здесь важную роль играет мужчина, который приходится вам либо отцом, либо мужем, либо потенциальным вашим партнером или настоящим партнером. Месяц прекрасный, месяц замечательный. Семья, близкие люди, любовь, радость, счастье, движение вперед. Это все будет вашей атмосферой на сентябрь. Давайте посмотрим, что в работе в сентябре у козерогов. И в работе все прекрасно. Карта императрицы. Очень многие здесь начальники, начальницы. Очень многие здесь в такой руководящей должности, на руководящей позиции. Либо же в подчинении у женщины, которая очень благосклонна к вам. Императрица — это либо ваша позиция, да, то есть руковожу при статусе, при уважении, при положении. Либо же нахожусь во взаимодействии с той, кто меня любит, хвалит, переживает за меня. Ну, рыцарь кубков — это вот именно занятие любимым делом. Причем, вы знаете, здесь все настолько стабильно, здесь все настолько замечательно, что порой возникают мысли о том, что нужно как-то, вот знаете, разнообразить свою жизнь. Причем в дальнейшем, ну это, наверное, уже в октябре будет, здесь возможны либо командировки по работе, либо наметки, такие вот намерения для того, чтобы выйти на новый уровень, еще дальше и дальше расширять свои горизонты. Хороший месяц и в работе тоже. Давайте финансы посмотрим у козерогов. Финансы. Финансы. Ну, в финансах финансы. Вы движетесь вперед, но вот это движение вперед, оно несколько не такое активное, каким хотелось бы его видеть. Причем вот это движение вперед и его, точнее, темп, это ваш выбор. Здесь вы как будто сейчас нарабатываете определенный авторитет для того, чтобы в дальнейшем вот этот авторитет работал на вас. В целом вы при деньгах. В целом здесь все хорошо. По финансам все стабильно и замечательно. Но есть тенденция к тому, чтобы ваши доходы росли. И вот эти доходы будут расти за счет вашего опыта, знаний и авторитета. И вы сами сознательно выбираете такую позицию, что вот есть люди, которые, знаете, вот рвачи, да, то есть мне бы лишь бы деньги получить, а то, как я оказываю услугу, то, за что я получаю эти деньги, это мне не важно. У вас наоборот. Вы готовы получать деньги только тогда, когда вы их получаете вот именно честным трудом, когда вы их заработали, заслужили, когда вы готовы их получить. И здесь действительно все идет к тому, что сначала вы создаете почву для того, чтобы увеличить ваш доход, и в дальнейшем уже ваш доход увеличится благодаря вашему авторитету, благодаря вот именно тому, что вы по-настоящему заслужили. Теперь личную жизнь давайте посмотрим. Здесь сигнификаторы прекрасные были, они нам прям сулили любовь и счастье. Давайте посмотрим подробно. Ну, туз жезлов — это развитие отношений, стабильность, семья, да, совершенно верно. Совершенно верно, стабильность и семья. Причем, вы знаете, вы
стремились к этому, вы стремились к стабильности, вы стремились к постоянству в отношениях, и вы к этому придете, либо уже пришли и будете двигаться дальше. Новых знакомств здесь нет, все происходит с тем человеком, который уже есть в вашей жизни. И на самом деле карты максимально прекрасные. Здесь, еще раз повторюсь, были какие-то цели, которых вы желали достичь, и вы двигаетесь в их направлении, кто-то уже их достигнет. Все сводится к тому, что в отношениях стабильность, в отношениях есть на кого положиться, на кого опереться. И вот вы знаете, вот могут в сентябре приниматься какие-то решения, от которых будет зависеть дальнейшее развитие событий. Ну, собственно, об этом же нам и говорили сигнификаторы. Поэтому в отношениях все замечательно, чудесно, прекрасно. Может не хватать такой вот романтики, когда прям бабочки в животе. Но это скорее на почве того, что вот дела, хлопоты и движение вперед. Вот здесь романтика может немножечко как-то, знаете, вот быть на втором плане. Но, тем не менее, вас настолько увлекает вот эта атмосфера, в которой вы находитесь, что вас отсутствие такой супер-гипер романтики даже не напрягает. Все нормально, вы знаете, на что потратить свои силы, свои ресурсы, и вас это вполне устраивает. Давайте посмотрим совет, к чему стремиться в сентябре козерогам. К чему стремиться? К достатку, к комфорту, к тому, чтобы действительно создать условия для увеличения дохода, прибыли, не забывать отдыхать, обязательно оглядываться назад, помнить, как вы пришли к тому, что вы сейчас имеете, и смотреть в будущее. Кубки, удовольствие, достаток, радость. И во все это стоит идти с поддержкой, во все это стоит идти вот именно с командой, с теми людьми, с близкими, родными, дорогими и в работе, и в личной жизни. Люди, которые могут вас поддержать. А чего остерегаться? Давайте посмотрим. Козерогам в сентябре чего остерегаться? Спешки. Не торопитесь, не торопитесь. И избегайте недосказанности. Избегайте той ситуации, когда вы как-то неуверенно чувствуете себя, когда вы не осмеливаетесь что-то произнести, что-то сказать, что-то осуществить. Все-таки здесь в коллаборации, в партнерстве очень важно вот это взаимодействие, продуктивность которого зависит вот как раз-таки от вот этой вот атмосферы. Бойтесь своих страхов. Вот эти страхи и неуверенность вам будут мешать. И вот вы знаете, здесь стоит соблюдать золотую середину. Во-первых, не торопиться, во-вторых, не замедляться слишком сильно, потому что подготовка, она должна быть, но подготовка, она не должна занимать 90% всего движения вперед. Здесь вот золотую середину важно найти. В целом прекрасный, замечательный месяц сентябрь для козерогов. Максимальную пользу извлеките из этого. Посмотрите, какая карта на обороте. Десятка кубков, карта семьи. Ну, у многих здесь и бракосочетание может состояться, либо же вот пополнение в семействе, вопросы касаемо семьи, да, будут решаться в сентябре. И будут решаться они в самом-самом положительном для вас ключе. А здесь еще в финансах карта Иерофант, могут быть траты на семейные дела. Иерофант — это еще символ брака, традиционных каких-то праздников, рождения детей, крестины, крещения, да, такие моменты. Поэтому все только в самых положительных красках. Прекрасный месяц сентябрь для козерогов. Вот такой получился у нас с вами прогноз. Я благодарю всех за просмотр и до встречи с вами в новых видео.